Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге собрал лучшие саундбары, которые можно рассмотреть в покупке в 2025 году. Посмотрите эту подборку, если не хотите долго копаться в предложениях рынка, изучать саундбары, их характеристики, читать отзывы и сравнивать. Тут уже все сделали за вас. В подборке разные модели под разный бюджет и предпочтения по мощности, звучанию, функциям и звуковой схеме и так далее. Так, в топе есть и хороший ультрабюджетный вариант для улучшения звука недорогого телевизора, средний сегмент с более интересным звучанием и опциями и несколько флагманских моделей для тех, кто хочет купить самое лучшее. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начну рейтинг с самого простого и бюджетного саундбара – Xiaomi Redmi TV Soundbar. За свою цену он дает возможность хотя бы попробовать, что такое саундбар на минималках. А вообще, это обычная стереоколонка 2.0 мощностью 30 Вт, только в корпусе саундбара. Но звук он выдает неплохой. Плоским его уж точно не назовешь. Басов Xiaomi сделали запасом, а это для многих важный показатель. Для комнаты 20 квадратных метров мощности хватает. Громкость не придется выкручивать на максимум. Владельцы пишут, что с таким, хоть и недорогим саундбаром, реально получается улучшить звук бюджетного телевизора. Так и фильмы смотреть поинтереснее, и телепередачи, и футбол. В общем, полезная вещь. При этом Xiaomi не поддерживает никаких новых технологий по улучшению звука. Как я уже и сказал, это просто колонка. То есть всяких модных Dolby Audio или настроек звучания конкретно под вашу комнату тут нет. Вроде и хорошо, меньше возиться с настройками. К телевизору саундбар подключается либо по проводу через AUX или аудиовход SPDIF. Для этого в комплекте идет кабель, либо просто по Bluetooth. В этом плане тоже нет каких-то заморочек, все легко и понятно. Теперь про внешний вид. По материалам Redmi TV сделан из простого пластика. Все это более-менее хорошо собрано, без каких-то серьезных косяков и ляпов. Кнопки для управления сбоку механические, нажимаются с четким треском. Размеры всего устройства небольшие. 780 мм в длину, 64 в высоту. Саундбар можно поставить и рядом с телевизором на кухне, например. А уж в гостиную или спальню так вообще без проблем залетит. На шестом месте топа Hisense HS2100. Этот саундбар для тех, кто уверен, что прошлый Xiaomi будет слабоват. Hisense выходит дороже, но и обычной колонкой его не назовешь, хотя бы потому, что тут идет сабвуфер, который отвечает за работу с низкими частотами. Так получается система 2.1. Общая мощность всей аудиосистемы 240 Вт. Из технологий по доработке звука поддерживаются Dolby Digital и DTS. То есть звук получается объемнее, а в фильмах ощущается более детальная проработка мелких шорохов, взрывов, выстрелов и даже просто звуков природы. Само собой, все это не хай-фай уровень. Все-таки во время просмотра фильма не создается головокружительного эффекта на 360 градусов. Все из-за ограниченности каналов по схеме 2.1. Но апгрейд с бюджетного саундбара будет ощутим. А уж со встроенных динамиков телевизора так тем более. Также звучание этого саундбара настраивается в эквалайзере. Есть пару предустановленных профилей, а можно и самому немного подкрутить. САП совсем небольшой. Подключается беспроводным способом и проблем не доставляет. Из проводных способов подключения Hisense поддерживает HDMI, оптический канал SPDIF, но можно еще и через USB приткнуться. Из беспроводных только Bluetooth, то есть даже телефон подключается. По внешнему виду тут ничего интересного. Корпус пластиковый с текстурой под кожу. Сетка нормальная, но не особо прочная. Есть кнопки для управления. Все это много места не занимает. Почти как прошлый Xiaomi. Станет под телевизор с диагональю 55 дюймов. Только небольшому сабвуферу место найдите. На пятом месте Samsung HWQ800D. Саундбар посерьезнее и подороже. От прошлых недорогих участников этот саундбар отличается звучанием капитально. Конечно, и ценники несравнимы. Но в первую очередь Samsung — это система каналов 5.1.2 на 11 динамиков общей мощностью 360 Вт. Плюс в саундбаре есть функция Space Fit Sound. Она оптимизирует звук в соответствии с акустикой вашей комнаты. Еще поддерживается Dolby Atmos, то есть тут компоненты, которые отвечают за звук на голову качественнее и продуманнее. Так, саундбар выдает сбалансированное во всем диапазоне звучание с глубокими басами и четкими верхними частотами. А технология Dolby Atmos
настолько усиливает эффект. Она как бы стреляет звуком в потолок и стены, который, отбиваясь, попадает в слушателя с разных сторон. За счет этого и получается объемное звучание. Ну, если говорить совсем на простом языке. Единственное, на что можно катить бочку. Качество звука ухудшается на максимальной громкости. Но критично это или нет, смотрите сами. По подключению тут вариантов больше. Есть и SPDIF, и Bluetooth, и HDMI, и Wi-Fi со всякими AirPlay, Chromecast. То есть к телевизору подключаться можно самым удобным для себя способом. По внешнему виду придраться особо не к чему. Перед, верх и бока саундбара закрыты сетчатыми металлическими панелями, низ пластиковыми. Имейте в виду, что все это будет собирать на себя пыль. Из бонусов возможно закрепить саундбар на стене. В комплекте идут инструкция и все детали. 2 крепежных винта и 2 настенных кронштейна. Четвертое место занимает LG SC9C. Еще один классный саундбар. Он немного подороже прошлого Samsung. В первую очередь LG немного мощнее. Суммарно 400 Вт. По каналам тут не 5.1.2, а 3.1.3. То есть их меньше. Один центральный и 2 по бокам для работы Dolby Atmos и Dolby Digital. Плохо это или хорошо, так и не скажешь. Все-таки звучание тут все равно выходит топовое. Даже на максимальной громкости нет потерь в качестве. Звуковой профиль нейтральный, без уклона в низкие или высокие частоты. За счет этого саундбар хорош и для просмотра фильмов, и для просмотра телепередач, и для прослушивания подкастов и музыки. Все это сопровождается насыщенными басами и объемными эффектами. В общем, уши будут рады. Доступные способы подключения у саундбара те же: Bluetooth, Wi-Fi, HDMI и SPDIF. То есть можно и телефон подключить, и в целом через HDMI использовать бар как хаб для подключения игровой консоли от PS или Xbox. Геймеры заценят. По сборке и материалам вопросов нет. Саундбар и сабвуфер сделаны из плотного пластика, в нужных местах обтянуты хорошей сеткой. На верхней панели расположены сенсорные кнопки для управления. Там все как обычно. Вкл-выкл, регулировка громкости, активирование Bluetooth или Wi-Fi, play, пауза. Есть еще пульт, там то же самое. По размерам этот LG особо ничем не отличается. Компактным или особо крупным не назвать. Но между ножками телевизора на 55 дюймов не поместится. Кстати, из бонусов в комплекте идет специальное крепление для телевизоров LG. Из минусов, с этим же креплением саундбар нельзя повесить на стену. На очереди JBL Bar 500. Он занимает 3-е место. Базово это упрощенный аналог флагманской системы JBL Bar 1000. Они отличаются по некоторым параметрам. Bar 500 стоит на порядок дешевле, поэтому лучше рассмотреть их по отдельности, а там уже каждый сам определит, какой кому какой зайдет по вкусу и финансам. Итак, Bar 500 – это система с каналами по схеме 5.1 с суммарной мощностью 590 Вт. Цифра приличная и многообещающая. Ее хватает даже для работы саундбара на открытом пространстве. Но если посмотреть в общем, нельзя сказать, что все это как-то серьезно отличается от прошлых 2 участников. Но то, что JBL Bar 500 можно найти немного дешевле, процентов на 5, 7, 10, вот это да. При этом мы получаем все такое же объемное звучание с Dolby Atmos и повышенной мощностью. На выходе чистый звук. Он хорошо себя показывает при смешанном пользовании. От просмотра ментовских сериалов до прослушивания тяжелой рок-музыки. Только на максимальной громкости басы чуть угасают. Но в целом звучание уж точно порадует. А если что захочется подкрутить, обращайтесь в приложение JBL One. Правда, оно не дает какой-то особенно гибкой регулировки, так как рассчитано на массового пользователя. По опциям ничего такого не завезли. Все-таки скорее увезли, так как модель урезанная. Но на месте все нужные интерфейсы и технологии подключения. Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, SPDIF, USB и даже LAN-порт для прямого подключения к интернету по проводу. По внешке ничего нового не расскажу. Ну, просто хорошо сделан. Корпуса пластиковые, решетки металлические, кнопки, материалы и так далее ничего сомнений не вызывает. А при желании бар можно и на стену повесить. В комплекте все для этого есть. На втором месте стоит JBL Bar 1000. В первую очередь от всех конкурентов Bar 1000 отличается отдельными беспроводными сателлитами. Грубо говоря, это отсоединенные динамики, которые можно поставить, например, по бокам дивана или еще куда-нибудь и получить более реалистичный звук. Из недостатков их
нужно заряжать. Все-таки беспроводные. На полную зарядку уходит до 3 часов. А так, если станет лень с ними возиться, можно и вовсе их не отсоединять. По основным параметрам получается, что суммарная мощность саундбара и сабвуфера 880 Вт. Все это работает по схеме 7.1.4 и с 4 направленными вверх динамиками. Совместно с Dolby Atmos и технологией, которая самостоятельно подстраивает звук под вашу комнату, получается приличный звук даже для аудиофилов. Хотя некоторых тонких деталей все равно может не хватить. Например, гудение неоновой вывески или дроны, летящие над головой. Это уже уровень моделей подороже. Ну и в приложении JBL One также можно самостоятельно подкрутить параметры саундбара, настроить эквалайзер, сделать повторную калибровку звука, выставить громкость и так далее. Интерфейсов подключения у JBL Bar 1000 с запасом. Можно подключиться по классике через оптический аудиовыход SPDIF или по воздуху через Bluetooth Wi-Fi. Если нужно использовать бар как хаб, есть целых 3 порта HDMI. Из дополнительных разъемов имеются LAN-порт и USB. Сборка и материалы у саундбара, сателлитов и сабвуфера на высоте. В целом тут никаких сомнений. Все крепкое, надежно, за это вообще не переживайте. Лидером рейтинга стал Samsung HW-Q990D. Прошлогодний флагман. Лучший среди топовых представителей по версии авторитетных изданий. Проще говоря, лучше на рынок пока просто ничего не выставили. Тут Samsung выделился 11-канальным звуком, который выдают 22 динамика с суммарной мощностью 656 Вт. Есть такие же 2 сателлита, как у прошлого JBL Bar 1000. Они тоже беспроводные, требуют зарядки, но к саундбару не подключаются, как бы сами по себе. Кстати, в ночное время можно отключить саундбар и оставить только вот эти сателлиты с пониженной громкостью. Может пригодиться, если приспичит посмотреть фильм или поиграть, пока все спят. Саундбар поддерживает все последние технологии по улучшению звука. Более того, его даже можно подключить к системе умного дома и управлять девайсами. Но это работает только для устройств ZigBee или Samsung SmartThings, то есть тема скорее европейская. По звучанию претензий нет. Вся аудиосистема по полной отрабатывает потраченные деньги. Тут, само собой, и Dolby Atmos с трехмерным звучанием, и технология по адаптации акустики под вашу комнату, и глубокие насыщенные басы. Плюс функция Active Voice Amplifier, которая увеличивает громкость диалога в зависимости от шумности обстановки вокруг. В целом, саундбар подойдет под любое использование. Смотреть фильмы, телепередачи, подкасты, игры, просто для слушания музыки. Ограничиваться чем-то одним не придется. Со всем этим он справляется так, как никто другой. Внешне же особо ничем интересным Samsung не выделился. Разве что есть небольшой дисплей, на котором выводится максимум 3 символа, но толку от него немного. А так, по дизайну и материалам без вопросов. К тому же есть возможность на стену повесить. Все необходимое есть в комплекте. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.